Святослав, мы в Барселоне. Как такой классный адвокат оказался в Барселоне? Не айтишник, не йога-инструктор, не энергопрактик. Адвокат, что ты делаешь в Барселоне? И как давно ты здесь? В Барселоне я относительно недавно. Меня здесь хороший друг Игорь пригласил к нему работать, так как у него довольно интенсивный график. Ему нужен был помощник именно вот в определенном... Второй юрист. Второй юрист, да, в определенной отрасли права, и я решил, что почему бы ему и не помочь. Только из-за работы? А как город сам? Город, пока что я еще не могу сказать, насколько он мне нравится, но, конечно, в Барселоне я был всего несколько раз. Я недавно переехал. Пока что, исходя из того, что я вижу, город довольно разнообразный, и большой, конечно. Не было первой любви, знаешь, как некоторые говорят, сошел с самолета и такой, и влюбился. Пока не знаю, пока у меня смешанные чувства. Но в Испании ты давно? В Испании, да. Ну то есть как бы тебя сильно этим не удивить, вот этой красотой, этой архитектурой, классной едой, теплом. Я много лет жил в Мадриде, поэтому... Я могу сравнивать с Мадридом, потом я еще, конечно же, много время жил в Аликанте. Вот, и, конечно, естественно, по ритму Мадрид, Аликанте и Барселона не отличаются. Я думаю, что все три разные города, да? Да, абсолютно разные, поэтому мне сложно пока сравнить, потому что мне нужно прожить в городе хотя бы несколько месяцев. Ты вообще только-только приехал? Да, я совсем недавно. Привет, друзья! Сегодня у нас на подкасте очень полезный гость. Его телефон должен быть у каждого в записной книжке. Это Святослав Якубовский, адвокат гражданского и уголовного права. Поэтому обязательно посмотрите этот подкаст до конца. А наш партнер — кафе Street Fries Kitchen. У нас на подкаст мы записали уже больше 50 подкастов только у меня, и первый юрист. И я всегда люблю разговаривать с экспертами, с людьми какой-то конкретной профессии, да, такой еще причем достаточно старой профессии, да, где уже сложившиеся каноны, вот, потому что они дают много интересного, открывают. При этом я в своей жизни никогда с юристами не сталкивался. Пару раз с нотариусами, я думаю, это другая история. И у меня о юристах только стереотипичное понимание. Поэтому я сегодня буду спрашивать, я не боюсь задавать глупые вопросы, я всегда задаю те вопросы, которые интересны мне самому. Вот расскажи, пожалуйста, какой ты юрист, я знаю там очень много всего, как бы общую картинку я знаю. Вот, расскажи, юрист какого ты конкретно права, почему ты его выбрал, и что это тебе дает, там, не знаю, для жизни, там, ты любишь спасать людей или просто там хорошо платят или что угодно. Вот какое право, почему ты его выбрал и что это тебе дает лично? Вообще у меня специализация больше недвижимость, сделки с недвижимостью. Также я вел аукционы недвижимости, сопровождал. И больше у меня цивильное право. То есть я веду цивильные дела. Что такое цивильные дела? Цивильные — это гражданские? Гражданские, да, я извиняюсь. Ничего, нормально, да. Если правильный перевод, надо просто я уже по-испански мыслю, скажем так. Вот, но, конечно же, душа у меня больше лежит к уголовной части, поэтому я беру все больше и больше уголовных дел тоже в своей практике. То есть, подожди, чтобы я понимал, я примерно понимаю, но раскроем завистание. Уголовное право — это когда есть преступник, он что-то совершил, и ты тот самый адвокат, которого, если у вас нет адвоката, вам он будет назначен государственный. То есть ты тот адвокат, который есть. Да, который... Не государственный. Нет, не государственный. Там отличается. То есть turno de oficio, это адвокат, который дает государству, если человек малоимущий, или если очень быстрое рассмотрение в суде, ему нужно быстро дать адвоката клиенту, то ему дает государство провизионально. Но всегда дают возможность человеку позвонить своему частному адвокату. Всегда ты, когда заполняешь бланк, когда тебя там остановила полиция или тебя задержали, ты можешь сказать, я назначаю такого-то своим адвокатом, и тогда мне уже звонят. А как если кого-то остановили, это же еще не уголовное право? Нет. Но все равно как бы ты уже в этой теме знаешь, да? Что подписывать, что не надо? Конечно, у меня были похожие случаи. То есть, естественно, если тебя остановят и ты дашь, например, определенное количество алкоголя в крови, это уже будет... уже уголовка. Уже может быть презумпция, конечно, о том, что это уголовное право, но
скорее всего, да, потому что если ты получаешь 0,60 промилле в крови, то как бы оспорить это сложно. То есть это уже, скорее всего, тебе просто назначат заседание там на какой-то там на следующий день, или там они как, в зависимости от загруженности суда. Вот так мы про алкоголь между делом узнали, как можно пить в Да. Испании. Я ездил, да, на такие заседания, и они довольно быстро идут, но несложно. Есть пару трюков, которые можно использовать, чтобы, скажем так, отмазать клиента, но обычно это не так просто. Если ты уже попался, то... Все, из цепких лап испанского правосудия. Почему ты выбрал тогда уголовное право? Потому что много эмоций. То есть это ты вот тот адвокат, который в кино защищает преступника. Да, наверное, я пересмотрел с американских фильмов. Такой экзистенциальный вопрос, как решается вот эта социальная и психологическая дилемма между тем, что ты знаешь, что человек виноват, но тем, что тебе нужно его защищать, ну, с позиции «он не виноват». Как у тебя в голове вот это складывается, эти две разные позиции, диаметральные? Ну, тут, скажем так, уже всегда лучше применять принцип, который мне еще когда-то в коллегии адвокатов говорили, когда я еще учился на магистратуре. То есть, да, человек может быть виноват, ты можешь знать об этом, ты можешь знать, что он может быть не совсем хороший человек, он совершил это преступление 100%, но твоя задача как адвоката сделать так, чтобы, скажем, не нарушая закон, максимально не то чтобы оправдать его, ну, конечно, моя задача его оправдать, чтобы вообще как бы ничего ему не было. То есть моя задача разбить доказательства полиции, да. Ну, или стороны обвинения. Стороны обвинения, да, в том, что их недостаточно, чтобы обвинить этого человека в этом преступлении. И тут задача адвоката не столько с моральной точки зрения, сколько больше процессуальная точка зрения. То есть посмотреть, чтобы посмотреть документы так, на простом языке и сказать, что этого достаточно, чтобы его обвинить, или недостаточно. То есть моя задача максимально вселить сомнение в судью в том, что этот человек виновен. Да, и я ничего, скажем так, не нарушаю, я не буду, скажем так, не идти против закона, то есть я должен максимально рассмотреть дело и выполнить свою работу как адвоката. То есть с моральной точки зрения, конечно, есть дела, которые, возможно, я бы даже не брал, да, но в любом случае адвокат, он для этого существует. Он должен всегда защищать человека максимально с процессуальной точки зрения, чтобы он... скажем так, не то чтобы вышел... Чтобы не пал жертва системы, чтобы как бы перегиб в эту сторону не был? Да, чтобы не пал жертва системы тоже в том числе, но, скажем так, сделать максимально возможное все для человека, чтобы его защитить. То есть и с моральной точки зрения тут нет ничего, скажем так, сверхъестественного. Это твоя работа, и ты должен ее выполнять. Это понятно. Смотри, с процессуальной вообще вопросов нет. Ну, не знаю, давай какое-нибудь простое, не хочется сильно в уголовщину идти. Вот я украл у бабушки телефон, на улице выхватил, мы в Барселоне, ты дома знаешь. Все, вот меня поймали конкретно на лицо. Ты знаешь, что я украл, у меня телефон из рук достали полицейские, и все. И ты меня защищаешь, а потом говоришь, ну вот каким-то там вот раз тут что-то подсказал, и в итоге судья говорит, ну, не виновен. Вот бабушка сидит, плачет, ну, хотя как телефон же и вернули. Ну, короче, вот примерно понял, да, такая не страшно, но... Ты знаешь, что это сделал, я знаю, что это сделал, все знают, но так вот показал, что я оказался невиноватым. Ну, я же виноват. Виноват. Как тогда вот это вот, как? Если судья говорит, не виновен, я бы сказал, не-не, подождите, он-то так-то виновен, но с процессуальной точки зрения нет. Нет, вот конечно, если уже человек меня нанимает, я должен сделать все возможное, чтобы его защитить. Остальное я морально пытаюсь отстраниться от этого. Все, то есть, в принципе, если ты формально доказал, что он не виновен, значит, он с точки зрения судьи, это его решение, формально не виновен. Значит, даже если все знают. Значит, судья и система не выполнила надлежащим образом свою работу, чтобы доказать, что человек виновен. Вот это мне всегда было интересно, что получается, что адвокат не только помогает человеку доказать свою невиновность в случае невиновности, но является таким маркером для системы, где в ней есть какие-то огрехи, чтобы правовая система становилась лучше.
Да, интересно. Ну, просто это как бы не всегда видно сразу. То есть, когда ты смотришь процессы, я был на паре процессов по разным случаям, ну, просто как зритель. И для меня это всегда было интересно. Понятно, что там виновных людей наказали, там справедливость восторжествовала и все остальное. Но всегда я смотрел на адвоката и думал, подожди, ну как, ну ты ж, ну это ж все, все же написано, как ты можешь выходить и это делать. Ты же как бы нормальный человек, знаешь, сразу включается вот это вот социальное жило. Такой же вопрос можно задать и полицейским. У них тоже очень тяжелая работа. Тоже очень тяжелая работа у судьи. Но, опять же, каждый человек имеет право на защиту. То есть он мог бы мне и не говорить, что он делал. То есть я должен выполнить свою работу, должен максимально посмотреть, чтобы все процессуальные действия были выполнены правильно. И если есть какие-то проблемы, ну, значит, тогда у судьи, у полиции недостаточно аргументов, чтобы этого человека наказать. То есть, скажем так, судебная система должна, ну, полиция, да, должна работать четко. И вот одна из моих, скажем так, задач — это сделать так, чтобы все было согласно букве закона. Окей. Есть у вас вообще вот в профессиональных кругах вражда между обвинением и защитой? Обычно это миф. Касательно вот вражды между прокурором и адвокатом, это в крайне редких случаях случается. Обычно все друг друга уважают. Конечно, бывают исключения, и иногда случается конфликт, но обычно и адвокат, и прокурор, адвокаты между собой тоже, они все, даже если общаются с противоположные стороны, всегда пытаются держать этикет. У нас есть кодекс этикета, и мы должны, скажем так, его придерживаться. То есть кодекс деонтологико называется. Морально-этические нормы, которых нужно придерживаться, и практически все мои коллеги, с которыми я общаюсь, все его придерживаются, и все общаются очень максимально вежливо. И даже если у тебя какие-то есть вопросы, коллега может даже поддержать тебя в каком-то аспекте. То есть обычно адвокаты между собой нет так много конфликтов, как вот, наверное, в фильмах там когда-нибудь. Да, ну, в фильмах-то, конечно, там вот это вот всегда есть какое-то напряжение, но я вот смотрю на все это как человек, то есть я знаю, что вот там в процессе 3 человека. Судья должен выслушать одних и других и сделать решение. Тот, кто со стороны защиты, должен доказать, даже зная, что они виновны, доказать, что невиновны. Этот настаивает на максимальном. И у меня все время в голове такая картинка, что вот тут вот мы в пиджаках, прокурор там, может быть, в погонах, судья в мантии, мы все это решили. Нет. Ну, я просто, по фильмам же, я ж по фильмам. Вот это все произошло, судья вынес решение, как бы все с точки зрения процессуальных мер закончилось, и потом они просто друг на друга орут, когда ты почему такое вынес? А потому что а надо было нормально. Знаешь, вот у меня в голове начинается склока, потому что как будто бы процессуальное закончилось, а остается же еще как бы человеческий, ну, нерв, да, логика, смысл здравый. И вот как отделить здравый смысл от процесса? И на самом деле вот крики в зале суда обычно этого никогда не происходит. Могут быть какие-то... Потом, знаешь, после молоточка уже. Втроем они вышли в курилку и рут друг на друга. Нет. Это случается крайне редко. Если такое бывает, то это какой-то там, может быть, личный конфликт у адвокатов и так далее. Но обычно все друг другу жмут руку, называют друг друга компаньеро, то есть товарищ по профессии, да, то есть это как бы такого... Как в фильмах, во всяком случае, на своей практике я еще не видел таких ужасных конфликтов между адвокатами и так далее. Обычно все очень бережно относятся к своим коллегам, к своей профессии, и все, скажем так, держат этикет. Это потому, что все-таки никто из сторон не задействован в этом. Ну, по факту у вас есть потерпевшие, обвиняемые, то есть это их проблема. Вы, получается, просто сторонние люди, которые этот процесс... То есть у тебя нет личной вовлеченности в этот процесс. Ну, я бы не сказал, что... Ну, конечно, личной вовлеченности нет. Понятно, может, какая-то есть там симпатия, антипатия, но все-таки. В любом случае, я как адвокат должен сделать так, чтобы мой клиент максимально вышел, скажем так, ну, в зависимости от случая, максимально
не то чтобы с выгодой, но максимально, чтобы... С меньшими потерями. С меньшими потерями, в зависимости от его кейса, да. То есть, конечно, противоположная сторона будет пытаться ставить тебе палки в колеса, но это их процессуальное право. Если это все делается в рамках процесса, то ты должен это предугадать, знать об этом и как бы уважать позицию стороны защиты или... Правильно ведь я понимаю, что вы в какой-то мере, как врачи, такие циники, то есть если ты будешь сильно вовлечен эмоционально в предмет... Да, то ты очень быстро выгоришь. Ну и плюс ты можешь принять очень много неверных решений. Поэтому, например, врачам не рекомендуется лечить членов семьи, особенно там хирургам и так далее. Вот. И тут, наверное, такая же есть какая-то определенная этика, что ты не можешь защищать, там, не знаю, членов всей семьи, с которым у тебя конкретное взаимодействие есть. Наверное, то есть я говорю, можно ли сказать, что надо, чтобы быть адвокатом уголовного права, ты должен быть циником, чтобы не пропускать через себя и не впускать эмоции и собственную эмпатию в процесс? Можно сказать, что отчасти циником, но, например, у меня есть коллега, который много лет работает адвокатом вот именно в этой отрасли, и мне кажется, он все-таки вовлекается эмоционально в этот процесс, но он всегда улыбается, то есть он в какой-то период может переключаться, да, то есть он сочувствует своим клиентам, он им сопереживает, он пытается дать им какой-то совет. Иногда, конечно, он даже выступает в роли психолога, но я понимаю, что, например, если бы я так вовлекался, я бы очень быстро выгорел, да, потому что я переживаю тоже за клиентов. Но, опять же, это все зависит от человека. У него просто вот такая энергетика. В фильмах, которые... Я же говорю, у меня абсолютно стереотипное отношение, знания про адвокатуру, чуть больше, но все-таки. А в кино всегда говорят, мои адвокаты с вами свяжутся. Откуда берутся мои адвокаты? Вот я человек, который с адвокатами не сталкиваюсь. Ну, не нужны были. Наверное, когда будет нужно, я начну искать как-то. Но если такая история, что вот мне не нужен адвокат, но я уже на всякий случай, не дожидаясь, себе нашел, не знаю, оформил там, не знаю, что угодно, подписку, и там, может быть, какие-то советы, профилактика, может быть, какая-то того, что я делаю. Прихожу и говорю, Святослав, у меня тут какая-то история. Ты говоришь, оп, стоп, это нельзя. Вот откуда берется свой адвокат? Зачем он нужен человеку, если я ничего не нарушаю? Нужен ли мне адвокат? Я бы посмотрел иначе вопрос. Так. Когда человек чувствует, что что-то не так, да, то он обычно он понимает, что в этом аспекте тут я могу потерять деньги, тут я могу попасть на какой-то мутный контракт, и мне нужно, чтобы мой адвокат его перепроверил, потому что потом будут проблемы. Это понятно, но ты, например, даже в самом начале сказал-то, вот остановила полиция, а я выпил. Еду за рулем выпивший. Не практикую, вам не советую, хоть в Испании можно чуть-чуть, но все-таки. Вот меня остановили, и мне говорят, звони своему адвокату. Я такой... Здрасте. Нет, обычно немножко по-другому происходит. Обычно полиция сразу дает бумажку, подпиши и уходи. А, да? Ну, и типа встретимся в суде, да? Да, в основном происходит очень все быстро. На бумажке оно написано, но так как у меня, например, много клиентов, которые не понимают по-испански, поэтому все, мне приходит только вот повестка из суда и... А как они тебя находят тогда? Как ты становишься чьим-то адвокатом? Мне высылают просто уже бумажку. То есть человека, если уже назначили ему заседание, мне высылают. Он тебя как нашел? Человек, как тебя находит? Вот я, например, да, как вот я тебя найдут? Меня остановили, и завтра в суд явиться. Куда делать? Очень много клиентов через знакомство просто. Через, да, одни преступники, другим советуют. Одни говорят, что вот есть адвокат, мне нужен русскоязычный адвокат, пожалуйста, можешь мне кого-то посоветовать. На самом деле нас не так много вообще в Испании русскоязычных адвокатов. Это, не знаю, еще так случилось, но да. Сложно, мне кажется, на русском-то сложно вести дело с точки зрения терминологии даже на испанском. Терминология непростая, да, и получить лицензию, может быть, не так сложно, как в Германии, например, но как бы все равно это процесс непростой. Поэтому клиенты сами меня находят. Надо ли мне такую профилактику этого вопроса? Надо ли мне заранее, на всякий случай, просто поискать визитки, чтобы у меня в телефоне было записано «Святослав адвокат»? Или это как бы, чувак, живи, радуйся, балдей, придет время, будешь искать? Такой совет, давай совет. На чем давать советы? Первый совет. Надо искать адвоката заранее или нет? На всякий случай. Смотри, тут, например, у меня, есть всегда свой
доктор, которому я могу позвонить, у меня есть свой дентист, да, у меня есть свой механик. Я знаю, что если что-то случится, я ему звоню, и как бы я этому человеку доверяю, потому что отношения между клиентом и адвокатом, оно все-таки базируется на уровне доверия, и, например, ты можешь предсказать более-менее, как будет этот человек реагировать на определенную ситуацию, как он будет работать и так далее. То есть, да, если у вас есть какой-то знакомый адвокат, которому вы доверяете, я бы советовал его контакт сохранить, потому что это как хороший дентист, хороший доктор и так далее. Просто в данном случае все эти 3 перечисленные категории, я почему-то ждал, что ты скажешь, и свой священник, ну тоже, знаешь, чтобы все сферы были покрыты. С этими ты людьми сталкиваешься, и с механиками, и с дентистом, и с доктором, ты все равно сталкиваешься, а с адвокатом как бы я не сталкиваюсь, поэтому... Я бы рекомендовал... Поискать, на всякий случай. На всякий случай я бы порекомендовал, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Друзья, напишите нам в комментариях, у кого из вас есть свой адвокат, чтобы вы тоже могли сказать фразу «мои адвокаты с вами свяжутся». Хорошо. Какой самый, не знаю, есть ли уже такая статистика, самое частое обращение к адвокату и по гражданскому, так как у тебя опыт в гражданском праве, и в уголовном. Русскоязычный, я так понимаю. То есть я сейчас захожу немножечко на такую территорию национальную, но мы никак не связываем эти два понятия: нарушение и национальность. Просто вот берем русскоязычный сегмент. С чем больше обращаются русскоязычные клиенты в гражданском праве, если это не секрет, и в уголовном? В гражданском праве, ну, во всяком случае, это на моем... Вот статистика твоя личная, не испанская, твоя личная. Так как все знают, что я больше знаю и больше разбираюсь в вопросах недвижимости, то это очень часто проверка недвижимости, сопровождение купли-продажи и так далее. То есть я тоже знаю много риэлторов, которые мне тоже часто высылают клиентов, и они говорят, что да, вот этот человек специализируется на сделках по недвижимости, ты можешь с ним связаться. То есть по статистике больше, наверное, таких случаев. Так, а в уголовке что русские нарушают больше всего в Испании? Дебош? Что там? Пел песни на площади Каталонии? Да, ну вот если брать уголовную статистику, то, наверное, это 2 категории есть. Драки и вождение в нетрезвом виде. Ну, все как дома. Приехали в Испанию, ведем себя как да, потому русские. что тут нужно действовать быстро и... Как бы, да, вот эти две категории. То есть, когда тебе звонят по дракам или по вождению в пьяном виде, ты уже начинаешь закатывать глаза и говорить, ну, как обычно. Ну, не то чтобы как обычно, но да, действительно, драки случаются часто, просто по статистике. Это, ну, общая статистика. И вождение в нетрезвом виде, да, тоже. Вот, значит, первое, что когда мне сказали, как только я приехал, ты знаешь, в Барселоне район Раваль, такой криминальный район, я думаю, в каждом городе есть какие-нибудь криминальные районы, он прямо в центре, и мне сказали, что там надо ходить очень аккуратно, когда темно нет, потому что заберут телефон, там заберут кошелек. У меня куча историй, со мной, слава богу, пока не было. Я сказал, в смысле, как могут? А я только приехал тоже первые дни. Я говорю, как могут? Что значит заберут телефон? Я ему в морду дам, и он телефон мне забирать не будет. Мне говорят, нельзя. Потому что если он тебе забирает телефон, это еще не уголовное преступление, как мне объяснили. А если я ему дам в лицо, это уже уголовное. Я к чему веду, как бы, может быть, поэтому русские как бы умеют вот такими способами решать конфликты, а здесь так нельзя. И перегиб, мне говорят, если я забираю телефон, отдавай. Я говорю, что за шутки? Я говорю, конечно, я не отдам. Он говорит, потому что если дашь ему в лицо, он пишет заявление на тебя, и я уже прохожу как уголовный. И причем, говорит, есть большой шанс, что мне еще влепят какое-то наказание. Объясни, пожалуйста. Тут дело в том, что основное правило — это пропорция. Пропорция ответа. Ответ на агрессию должен быть пропорциональный. Типа он мне говорит, отдай телефон. Я говорю, нет, ты мне свой отдай. И вот мы, значит, забираем друг у друга телефоны. Если ты можешь, скажем так, остановить агрессию, ты должен... Тонкий момент в том, что ты должен... Не перейти черту. Да, не перейти черту, чтобы остановить агрессию. Вот так. Бывает такое, наверное, я не знаю, но, наверное, может быть такое, что у тебя пытаются отобрать телефон. Допустим, ты очень сильно бьешь человека по лицу, он разбивает голову. Ну, это понятно, да. Это уже да, и превышение пределов допустимой самообороны. И плюс ты его еще чуть-чуть немножко добиваешь. Ну, а как? Потому что ты, наверное, расстроился. Очень люблю телефон, да. Да, и тогда уже, конечно, да. Но
изначально основное правило — это то, что ты имеешь право на самооборону. Как я знаю, где остановиться? Понятно, я не добиваю его ногами. Ты должен остановить агрессию, и все. Типа сказал, не отдам, уходи. Он такой, ну, извини, брат, что... Ну, То даже... есть ты не должен, скажем так, переходить линию. Это на самом деле тонкая линия, и очень много споров Да, вот я вообще про это, в судовой практике на этот счет, и я не могу тебе дать конкретный, скажем так, Жалко. ответ на этот счет, но я скажу, что ты имеешь право на самооборону. Просто не перегибай палку. Вот как раз бы и хотелось бы узнать, где вот эта черта, потому что, опять же, я даже не берусь обсуждать, что я там приезжий, да, я иммигрант, гость, даже если так, если даже туристы, например, да, какие-то, мы все равно как бы в чужой стране, да, в другой стране, со своим уставом я в чужой монастырь не лезу, и понятно, что я, наверное, решаю вопросы, не то чтобы я, знаешь, в России часто дрался, но смысл в том, что я понимаю, если мне наносит какой-то ущерб, я как-то отвечаю. И у меня не будет в тот момент времени думать про это. Мне сказали, я говорю, да это же неправда. Ты сейчас говоришь, правда. Как вот простому человеку узнать, где он переходит черту, а где не переходит? Вкратце, это приложить достаточную силу, чтобы остановить агрессию. Я даже не только про телефон, вообще как бы, то есть в нарушении, знаешь, например, то есть какие-то у нас интуитивные понимания, да, того, что нормально, а где-то же мы не знаем. Я могу так сказать, что да, у меня было пару клиентов, которые, скажем так, у нас принято, да, допустим, ты вступаешь в какую-то словесную перепалку, тебя вызывают Выйдем, поговорим, да? на дуэль. Так. Вот в Испании я бы не советовал выходить на дуэль. Да, кулачный бой я бы не советовал его делать, потому что обычно всегда есть несколько свидетелей. Скорее всего, приедет полиция, соберет документы, и ты будешь сидеть и ждать этого суда. А суд будет. Так. Да, он может затянуть, может быть очень долго, и ты вот будешь сидеть и скажем так, и ждать это все дело. Нет такого, что это там тебя отмажут и так далее. То есть испанская система, она не коррупционированная. Не коррумпированная. Не коррумпированная, да. Правильно, да. Ну, во всяком случае, наверное, не так сильно, наверное, как в наших странах. То есть, ну, нет такого, что тебя отмажут и так далее. Договорились там на месте, да? Да, такого я не слышал никогда здесь. Нет, а вообще вот как я знаю, откуда испанцы узнают о своих правах? Ну, например, там в России у меня, по-моему, уже в высшем учебном заведении был там предмет права, там что-то обсуждали Конституцию, там ты узнаешь, как бы ни в школе, ни в среднем звене, я сильно там не помню, чтобы рассказывали, но нет, наверное, в колледже у меня тоже была какая-то такая там намеки. В основном, как будто бы мы интуитивно и через вот какие-то социальные, да, негласные правила мы знаем, что как. Поэтому там дали в глаз, ты дал в глаз, разошлись. Вот, а здесь, как ты приезжаешь, тебе начинают какие-то новые истории рассказывать, и вообще, как бы, правовая система Испании, она очень интересна, да, там мы можем поговорить и про окупасов, про тех же, да, как так вообще возможно, и вот эта история про телефон, которую мне рассказывали, что лучше не лезть, вообще ни в какие агрессии не вступать, в магазине никто никогда не ругается, потому что там ты, ну, как бы не принято ругаться, что-то доказывать, орать, позовите мне менеджера, и вот это все устраивать, какой-то дебош, и так далее. И при этом же параллельно, ну, то есть откуда-то же они все это узнают, что все это нельзя? В школе этому учат? Это больше, наверное, идет из семьи. Просто испанцы, они сами по себе не конфликтивный народ. Да. Даже если ты идешь куда-то ночью в бар, во всяком случае, я очень долго здесь живу, уже в Испании, и всегда, когда я куда-то ходил с друзьями еще по молодости, то я очень редко видел когда-нибудь драки, да, потому что испанцы, они могут кричать очень сильно друг на друга, очень сильно протестовать, если вот прям ситуация напряженная, но обычно у них просто, ну, вот на социальном уровне, да, на культурном уровне у них это не принято. Ну, очень безопасная страна, вот сколько вот я гуляю, даже в Равале гуляю в этом, и никогда ко мне никто даже на меня криво не посмотрел. Ну, может быть, везет, хотя сколько я не разговариваю с людьми, все говорят, о, у меня крали телефон, о, у меня вот это воровали, о, у меня вот это. Я такой думаю, ну, мне пока, значит, слава богу, пока. Ну, я, честно говоря, не могу сказать конкретно, что происходит в Равале, но если так взять по статистику по Испании, обычно
Как бы драки случаются крайне редко. Кражи, конечно, наверное, они случаются Какие чаще. тяжелые статьи здесь по статистике в Испании, вообще про Барселону не говорим сейчас, в Испании там топ-3, можешь сказать, что чаще всего происходит? Если смотреть что-то тяжелое, то это вот если драка уже перешла на более высокий уровень. Да. Мордобой. Мордобой. Были у меня похожие случаи, когда человек подрался. Вроде бы и драка, она не сильно, скажем так, должна была закончиться плохо. Летальный исход, да? Но не то, что практически, да. Ага, то есть человек упал и как-то, скажем так, неправильно упал, ударился головой об бордюр и попал вот в кому. И это самое тяжелое, что может быть? Нет, это не Испании. Нет, вообще, а вот так вот, если по Испании, вдруг ты знаешь статистику, что... Торговля наркотиками. Это довольно частая история, потому что наркотрафик идет через Марокко и проходит через Марбею, и как бы там тоже это такая частая история, наркотрафик, да. И частенько бывает, что попадаются плантации марихуаны. Ну, это понятно. Вот, что еще? Ну, это как будто бы нет такого, что это не убийство, там какие-то... Убийства тоже случаются, но такой огромной статистики я бы не сказал. Убийство — это не частая история. Просто потому, что они дружелюбные, и им как бы... Нет, конечно, и в Испании существуют мафии, да, то есть 100%, если есть какой-то конфликт между наркомафиями, то... Ну, понятно, там уже другие законы вступают. Испания, на самом деле, совсем не криминогенная такая вот страна, то есть я бы не сказал, что здесь... А вот, не знаю, в твою сторону это вопрос. Я знаю, что здесь дети не могут до определенного возраста ходить сами одни по улице, там даже в школу, там еще куда-то. То есть вот у меня, например, там ребенок в 3 классе сам садится на общественный транспорт, едет в школу, сам возвращается. Когда я говорю это здесь, все такие, как? В смысле нельзя? У меня там ребенок во 2 классе сам ходил в школу, да, недалеко, но все-таки, а здесь это считается прямо как так. Я к тому, что если Испания достаточно спокойная страна, почему такое отношение, например, вот к детям? Просто для меня это небольшой, опять же, диссонанс. Слушай, я тебе не скажу, что я не сталкивался. Просто интересно. Поэтому говорю, может быть, не в этот... Не сталкивался. Хорошо, вот ты сказал, что есть там мафии какие-то. Понятно, что я думаю, что вообще возьмем, да, общим словом ПГ их назовем. Организованные преступные группировки есть, да, во всех городах они есть. И в кино... У меня вообще, как ты понял, да, из фильмов про все это стереотипы, есть негласные договоры между мафией и полицией. То есть вы не делаете вот это, мы не делаем вот это. И вот недавно где-то в Колумбии, да, был, или в Мексике. В Мексике, по-моему, да, большой был такой конфликт между мафией, там, агентством по борьбе с наркотиками. Там неделю там они полыхали и все остальное. Просто твое мнение, то есть почему нельзя, почему преступность неискоренима? Мы сейчас не говорим про социальные критерии, про социальные причины. Вообще, вот есть полиция, она живет на налоги. Почему она не может взять и, например, то есть мафию все знают, вон они сидят здесь. В Аликанте, там, говорят, есть большая цыганская мафия. Зная цыган, они, скорее всего, у них на груди написано «мафия». Почему есть такое понятие, вот как мафия, и почему полиция, как думаешь, с ней не борется? На самом деле просто это... Может, это ваша заслуга адвокатов, Нет. потому что вы от мафии... Знаешь, как это в кино всегда есть адвокат мафии, такой врач у мафии, который пули достает, и адвокат. Нет, на самом деле существуют адвокаты мафии, да, в кавычках, же, да. это правда. Они действительно есть, я их лично не знаю, но как бы говорят, что да, говорят, что они есть. Среди наших коллег ходят слухи. Наверное. Мы не знаем, кто это, поэтому... Почему случается так? В основном это социальная атмосфера, где вырос человек. Да? Действительно, в Аликанте есть вот эти районы, там, где действительно есть момент, где лучше, скажем так, не появляться. Да? Места, где лучше не появляться, где действительно ты знаешь, что там торгуют наркотиками и так далее. Там много вот этой цыганской мафии, так сказать. И даже если ты заедешь туда на машине, ты, в принципе, по общему виду зданий, ты поймешь, что как бы... Что лучше выезжать оттуда на машине. Да, лучше выехать на машине обратно. Касательно вот этих людей, просто они выросли в такой атмосфере, и, допустим, человек, может быть, даже и не думал этим заниматься, но он попадает в эту среду, потом он попадает в тюрьму, тюрьма его, скажем так, воспитывает, и когда он возвращается обратно, он привык жить, скажем так, вот... Уже в другой системе.
системе ценностей. Другой системе ценностей, да, к сожалению. И, да, часто судьи жалуются, что этого, скажем так, преступника я вижу уже не в первый раз. Он по-испански реинциденты, то есть он... Рецидивист, то, что в России. Да, рецидивист. Да. А почему полиция, например, там никак не борется? Или она борется, просто она борется, конечно, они делают свою работу. В большинстве случаев они делают все, что возможно, чтобы остановить это. Но, опять же, тут дело не в работе полиции, а я бы сказал, что это больше в системе уголовного воспитания, да, то есть это больше психологический фактор, чем, скажем так, закон. То есть это отдельная история. Народ судачит, рассказывает, что полиция здесь не очень бойкая, не очень бодро приезжает куда-то, то есть если где-то какой-то кипиш, ты звонишь в полицию, если там типа спрашивают, что там такое, то там типа они скажут, да, ничего серьезного. Вот. Но при этом полиция в Испании, то, что меня очень повеселило, когда я только это все увидел, это очень красивые мужчины, очень накачанные, в обтянутой форме. То есть такое ощущение, что они создают красивую картинку полицейского, да, как будто вот специально таких подбирают. Мы даже у нас есть такой мем, что вот с такой внешностью, как у тебя, конечно, в полицию тебя точно не возьму, да, не по качествам, а по внешности. И получается, что есть красивые, сильные мужики, которые патрулируют, это смотрится очень так классно, безопасно, но при этом, когда ты им звонишь, они такие, да, мы не поедем. Что там, телефон украли? Да кто его найдет там? Вот такая история. Так или нет? Вопрос-то в чем, да? Я говорю, глупый вопрос. Как ты вот изнутри, когда смотришь на это? Среди моих, скажем так, друзей, знакомых, которые работают полицейскими, много из них, кто жалуются, что им часто не хватает людей, чтобы всю эту, скажем так, чтобы все обслужить, да, вот, скажем так, чтобы... Всю входящую информацию обработать, да? Да, чтобы, как они говорят, no tengo medios suficientes, то есть у меня недостаточно средств, чтобы выполнить всю работу. Это действительно так. Я считаю, что, возможно, в какой-то части недостаточно полицейских на определенную работу. Это, возможно, это правда, да? Это первый момент. Второй момент — это испанцы, они сами по себе, скажем так, более-менее лояльны. Уголовная система в Испании, она более мягкая, чем в странах СНГ. Просто так тебя садить не будут. Даже если ты сядешь, то уголовная система, то есть тюрьма, скажем так, она не будет такая вот ужасная, как там в странах СНГ, и то есть там будут более-менее нормальные условия, да? Поэтому полицейский может понимать, что в принципе сильно ничего там не изменится, да? Нет, это первое. Второе, конечно, полицейские фильтрируют, да, они пытаются, наверное, отчасти не вступать в ненужный, скажем так, конфликт, не создавать дискомфорт ненужный, может быть, отчасти тоже. Если какие-то мелкие конфликты, то они не так бодро, скажем так, включаются. Но если дело серьезное, вот, то патруль приедет быстро. Если какая-то серьезная драка, если, не дай бог, какое-то убийство или еще что-то, если торговля наркотиками, то они включаются быстро, бойко и довольно эффективно. Потому что в Испании, чтобы стать полицейским, нужно пройти довольно сложный оппозиционный экзамен. Оппозиционный? Вот. Что это? Просто слово такое, что... Это, допустим, государство говорит, что в этом году мы даем там 1000 мест для полицейских. И может быть только 1000... Квота маленькая такая, да? Да, только 1000 рабочих мест в этом году для полицейских. И тот, кто сдаст лучший экзамен на полицейского... Система рейтинга, да? Да. Тот, кто сдаст лучший экзамен в этом году, тот и станет полицейским, тот и получит это место. То есть обычно там, я не знаю, может быть 100 тысяч человек там на... Соискатели, да, получается? 100 тысяч, да, в зависимости от года, да, и от множества обстоятельств, и в некоторые года ты больше полицейских на одно место, потенциальных полицейских, некоторые меньше, но их отбирают. И... Ну и конкурс красоты, конечно, тоже надо пройти, тут уж никуда не Возможно. Потому что они все такие... Возможно, чуть жестче, наверное, отбор в национальную полицию. Потому что они лицо там, да, то есть они должны, ну, имеется в виду, что и права знать, или это какая-то специальная полиция, которая... Нет, национальная полиция, она просто полиция большого города, если так очень обобщенно. Это которая полиция националь, да? Полиция националь, да, и они включаются в более такие
серьезные преступления. Вот. А если уже на местах, да, то есть на каких-то небольших городах, то это гвардия цивиль. Угу. Да, ну их обычно видно. Все вопросы про полицию и про уголовников к тебе сегодня. Я удивился, что когда ездил на машине по Европе, здесь нет, ну, гаишников в нашем понимании. Я знаю, что это обычно или гвардия урбана, да, что-то делает, или полиция цивиль эту функцию выполняет, но их нет. Это потому, что все соблюдают, или потому что больше позволено? Я почему тебе такие вопросы задаю про полицию, что это может быть не совсем твой уровень, но я объясню как бы мою подоплеку. Потому что мне иногда кажется, что и общий правовой фон в государстве или в каком-то локальном регионе как раз адвокаты тоже и поддерживают. То есть, или, может быть, даже формируют. Например, если я знаю, что вот какой-то уровень преступлений не такой страшный, и мой хороший адвокат меня легко отмажет, то для меня вот эти преступления становятся допустимой нормой. Ну, типа, если я знаю, что телефон можно отобрать и ничего не будет, если мой адвокат легко скажет, что нарушение пределов допустимой самообороны, ну, значит, телефончики можно подворовывать. Если ты спокойно докажешь, что у меня не так много промилле вообще, и потому что я выпил в ресторане, потому что у меня день рождения у бабушки, и ты так убедил судью, он говорит, ну, согласен. И мы как будто бы уже можно и пить за рулем. И вот и полиция, зная это тоже, говорит, да я и лезть в это не буду-то. И вот как будто бы у нас немножечко откатывается уровень. Понимаешь, вопрос вот. Гаишников нет. То есть полиция на мелкие дела не приезжает. То есть что это? Она приезжает. Ну, если, я просто если говорю, ты вызовешь что там... полицию, полиция приедет. Вот. Ну, мне рассказывают, что там или не быстро. Ну, как бы общий смысл вот в том, что, может быть, твоя работа, вообще, ну, имеется в виду твоя работа всех твоих коллег, она как раз способствует к тому, что какие-то мелкие преступления становятся уже не такими преступлениями, и, соответственно, гаишники на улице не стоят, как у нас, по крайней мере, в России гаишник на улице, но это... А как? Как будто бы вот... Либо здесь внутри общества есть такая самоорганизация, что все понимают, и поэтому все друг другу доверяют. Вот мне кажется, я начну отвечать на твой вопрос, а ты скажи, да или нет. Мне кажется, что здесь есть доверие у населения друг к другу, и доверие у населения к полиции, и у полиции к населению, соответственно. Ну, он не стоит на дороге, не выхватывает, не создает напряжение, а я типа не поеду сегодня пьяный, потому что там гаишники стоят. Здесь я не еду пьяный, потому что, ну, это небезопасно. Другой уровень совсем. Я могу сказать так, что действительно население доверяет полиции, это правда. Нет какой-то, скажем так, ненависти, например, к полиции, что там проклятые полицейские и так далее. В основном население уважает их работу, уважает самих полицейских, потому что они знают, как их отбирают и так далее. Ну и плюс еще это, скажем так, социальный пакт, да, среди всех испанцев, что не принято особо, конечно, садиться пьяным за рулем. Да, если ты садишься за рулем, если ты садишься пьяным за рулем, шанс того, что тебя словят, конечно, он может быть не такой большой, да? Мне кажется, вообще никого. Два раза я патрули видел, по-моему, все на дороге. Контролей немного, это правда. Если сравнивать там с нашими странами, их не так много. Но если ты попадаешься, то все. Ты пройдешь четко по процедуре, тебе четко ты будешь дышать в трубку, скорее всего, никаких ошибок в протоколе не будет. И потом это все оспаривать в суде крайне-крайне сложно. Поэтому это все на твой страх и риск. Все, плюс-минус этот социальный момент разобрали. Экономический вопрос. Я так понимаю, есть градация, наверное, да, в оплате труда адвоката. То есть, ну, как бы, опять же, в кино, да, корпоративные адвокаты стоят очень дорого, потому что там большие деньги вертятся, государственные адвокаты тебе предоставляются бесплатно. Насколько выгодно работать адвокатом? Можешь без цифр, можешь сказать, сколько стоит час работы адвоката, как я даже не знаю, как тратятся деньги, почасовая оплата, проект там или что. Вот. И тут вопрос больше, опять же, про коррупцию. То есть всегда говорят, что источник коррупции – это низкие доходы. Низкие зарплаты. Я в это не верю. Вот. Я считаю, что все-таки социальный аспект важнее. То есть я могу много зарабатывать, из-за этого много брать взяток. Вот и все. Вот. Насколько выгодно и что адвоката удерживает от коррупции? В Испании
Поговорим про Испанию. Ну, все-таки в Испании это довольно уважаемая профессия. Хотя, конечно, правда, что адвокатов очень много в Испании, это как бы не секрет. Как бы подкупать самого адвоката не имеет смысла. Ты все равно платишь за его работу. Если ты хочешь купить госчиновника, да, и как-то передать взятку через адвоката, то это очень редкая история. Здесь в Испании это... Про подкуп я больше, знаешь, про то, что, ну, понятно, что кому это выгодно. То есть адвоката подкупить, например, я знаю, что человек, например, невиновен, а кто-то другой виновен, он там оказался, и я понимаю, что в ходе следствия может оказаться, что потерпевший на самом деле не потерпевший, ну что-нибудь такое. И вот та сторона, которая выгодна, или, например, потерпевший платит тебе и говорит, чтобы он у меня сел навечно. И ты так его, типа, ну, там ошибок, в принципе, я не нашел, все, и чувак поехал там, места не стали. Можно ли подкупить адвоката, чтобы он своего клиента предал? Ну, типа того, да, слил там его как-то, на что-то закрыл глаза, там, а он кричит, ты обязан меня защищать, а ты такой, ничего не могу сделать. Все из фильмов. Честно говоря, да, все из фильмов. На практике такого не сталкивался, не могу сказать. Ну, прибыльная работа, либо она больше уважаемая? Наверное, отчасти она больше уважаемая. Я бы не сказал, что мы получаем очень много. Все зависит тоже от адвоката и зависит от того, сколько ты хочешь работать и какие дела ты ведешь. Потому что, да, ты можешь зарабатывать много, но и жизни у тебя тоже не будет. Потому что ты будешь днями и ночами работать с клиентами, там, писать заявления в суд и так далее. То есть если ты хочешь много работать, ты можешь много работать, ты можешь много зарабатывать. Скажем так, тут нужно уже смотреть психологически. Готов ли ты отдать себя работе? Как бы, то есть некоторые адвокаты, они когда начинают, да, начинаешь, скажем так, постепенно, у тебя постепенно нарастает... Клиентская база? Да, клиентская база. Вначале ты зарабатываешь совсем немного, а потом клиентская база, она очень сильно вырастает. И многие адвокаты, скажем так, попадают в такую ловушку, что они берут еще клиентов, потому что они могут, и они хорошо зарабатывают. Но приходит такой момент, что как бы в воскресенье, 7 вечера, а ты еще работаешь. Но тогда ты просто поднимаешь ценник и становишься просто дорогим адвокатом. Да, можно... Или здесь фиксированная какая-то сумма? Нет, фиксированной суммы нет, да. Но клиенты тебя знают, они тебе доверяют. Многие твои старые клиенты говорят, ну хорошо, ты мне сделаешь это, ну, наверное, по старой цене, и ты как бы не можешь отказать уже своему клиенту, не можешь поднять планку, потому что, ну, это не совсем этично. Но, опять же, это очень, скажем так, личная история. Тут, я бы сказал, тут нужно смотреть, сколько ты хочешь работать, основной вопрос. Потому что клиенты, они будут, да, со временем, может быть, не сразу, но как бы зарабатывать ты тоже можешь много. Но есть очень много дел, которые стрессовые, и каждое дело, оно отличается, потому что очень много факторов. Ты не можешь сразу клиенту сказать, что будет вот так. Потому что, во-первых, ты не видел там всех документов. Очень часто клиент может что-то тебе просто или забыть сказать, или просто не сказать. И дело совсем, да, быть, да. И дело совсем меняется, и поэтому, не знаю, я бы больше смотрел на, скажем так, больше на личный фактор и смотрел бы больше на, скажем так, как ты хочешь жить, как ты видишь свою жизнь при адвокатуре. Да, ты можешь много зарабатывать, но ты должен... Упарываться. Но упарываться. Опять же из фильмов, угрозы. Были ли когда-нибудь, то есть твой клиент, которого ты защищаешь, он надеялся, что все будет хорошо, его друзья, братва, не знаю, родственники надеялись, что ты его выручишь, ты им дал надежду, не получилось, и его, например, упекли, а тебе приходят угрозы. Может быть, в твоей практике не было? Знаешь ли ты такие ситуации? Нет, таких тяжелых случаев у меня не было. Конечно, у меня были конфликты с клиентами, но таких прям угроз не было. Хотя я знаю, что есть коллеги, и мои коллеги действительно, они с этим сталкивались. Это... Как быть? Какая у вас есть защита? То есть ты идешь в коллегию адвокатов и говоришь, ребят, вот список, вот они в зале, вот по камерам, вот эти люди мне угрожали. Или как это решается вопрос? Конечно, часто в коллегии адвокатов включается в это дело. Я не знаю, как дальше решали мои коллеги с этим, но очень часто, когда такой конфликт случается, то обычно ты просто
говоришь, что с сегодняшнего дня я не представляю твои интересы, передаешь все дела своему коллеге, ты имеешь право это сделать, и как бы все. На этом конфликт исчерпывается. Если есть угроза, то... Теперь это проблема твоего коллеги. Нет, просто если есть уже личные угрозы, то, конечно, уже нужно подключать полицию и так далее, потому что адвокаты тоже люди. Просто мне было интересно, что я к чему... Так как в твоей работе задействована боль человека, да, понятно, что когда ты проводишь недвижку, да, какую-то там сделки, там тоже могут быть какие-то вот там трудности, терки, там, я хочу продать квартиру, что-то замаскировал, замухлевал, а ты приходишь и говоришь моему потенциальному покупателю, там вообще нечистая квартира, да будь ты проклят, конечно же, и все. То есть есть вот это давление, но... Когда ты в уголовном праве, как я предполагаю, как я видел, у тебя все-таки уже более непосредственно клиентская, да? Ну, обычно это очень нечастая история, на самом деле, потому что обычно, когда клиент что-то делает, да, то есть даже на первой консультации ты, посмотрев все документы, уже его более-менее предупреждаешь, что может быть так, может быть так, и может быть... Ну, надежда же у него все равно есть. Надежда есть, но тут уже работа адвоката сказать ему, что... Возможно, будет и так. Тут уже адвокат должен, скажем так, не давать фальшивых надежд клиенту. То есть он должен сказать, что может быть и так, а может быть и предложить ему несколько вариантов, да, защиты и сказать ему, что ну вот мы можем пойти там более агрессивным путем, но у нас есть такой-то риск. Дай пару советов о том, как, по каким критериям искать адвоката, где его искать вообще, и как строить свою работу с адвокатом. Вот просто чтобы... То есть мне пока не надо, но знаете советы, я где-то держу в голове, и потом в какой-то момент времени я такой, опа, хорошо, что Святослав дал мне эти советы, я сейчас их знаю. Ну, плюс у меня еще твой телефон есть. Но... Итак, как искать, как правильно выбрать, где искать и как строить свою работу? Если бы я выбирал, я бы, наверное, выбирал адвоката по его специализации. Вот. Смотрел уже, наверное, тоже по рекомендациям. Потому что меня часто, кто мне звонил, мои клиенты, это часто было по рекомендациям. Остальное, как искать адвоката, я не могу сказать, потому что... В Гугле вбиваю адвокат Барселона. Да, конечно, логистика тоже должна вступать в личное интервью какое-то предварительное, наверное, с адвокатом еще вот ему просто рассказать ситуацию и вот предварительная какая-то консультация. Очень часто она платная, если какое-то сложное дело, но вот после этой первой консультации уже понятно, адвокат эксперт в чем-то или нет. А если он говорит мне, все классно, все будет классно, а ему просто работа нужна, ему, ну там, не знаю, ипотеку платить надо, а на самом деле он не... Ну, если клиент уже приходит с конкретной проблемой, у него 100% накопились какие-то конкретные вопросы. И уже по ответам адвоката можно понять, он плавает или нет. Думаешь, я, например, не пойму, откуда ж я знаю. Он мне начнет сыпать каким-нибудь, ну это 38-я, часть 2, я такой, все, до свидания, я только цифры уже, а я гуманитарий мне. Есть шарлатаны среди вас? Среди адвокатов это очень редкий случай. Потому что, не проживешь в профессии, да? Да, это... быстро вскроется. Да, конечно. Это, во-первых, это у тебя будет плохая репутация, это очень быстро вскроется, и адвокаты, в принципе, это профессионалы, и они обязаны делать свою работу. Плюс, если клиент видит, что ты его обманываешь, он... Поверь, он может на тебя и, скажем так, пожаловаться и написать заявление, и пойти к другому адвокату сказать, чтобы он подал заявление на твоего предыдущего адвоката. Поэтому в основном таких проблем я не слышал. Во всяком случае, плохих комментариев. Конечно, бывают недовольные отзывы о адвокате. Есть коллеги, которые... Да, есть коллеги, которые ведут серьезные дела, и клиенты говорят, я дал этому адвокату огромную сумму денег, он ничего не сделал. Хотя по факту, если проанализировать ситуацию, возможно, адвокат что-то и сделал, да, просто он берет такую цену, потому что дело непростое. И только он может ответить на его вопрос, потому что только у него есть конкретный опыт именно вот в этой конкретной отрасли. Может быть, да. Что у меня одна подруга, она очень долгое время пользовалась услугами адвоката, не буду там вдаляться в подробности, и через год выяснилось, что он вообще ничего не делал, ничего никуда не отправлял. Он говорил, все отправлено, это ждем, тут согласовываем, там все. А просто брал деньги и ничего не делал. Когда это выяснилось, понятно, там был скандал, там они разошлись, но селяви, как говорится, вот уже результат налицо. Год потребовалось, чтобы, по-моему, год, могу врать, но смысл в том, что вот он оказался шарлатаном.
Это нечастая история. Угу. Но Опять бывает, же, да? но да, если уже такое случилось, и это действительно так, то, конечно, да, можно требовать от адвоката, чтобы он компенсировал каким-то Куда-то образом. надо идти, да? Да, то есть, но опять же, это нечастая история, это крайне редко такое случается, поэтому, во всяком случае, на моей практике. Какое, давай там уже в финале разговора я иногда спрашиваю про цели. Какое, я не знаю, ну, звучит, наверное, это очень иронично, но какое бы ты дело хотел вести? Ты такой, вот это классно, мне попался. Ну, наверное, какие-то экономические преступления. Я еще не вел каких-то крупных дел, связанных с отмыванием денег и так далее. Вот какие-то экономические серьезные преступления там по отмыванию денег и так далее. Аналитика, искать офшоры, вот это у тебя была бы доска такая большая. Да. Наверное, это больше взято из фильмов. Возможно. Спасибо фильмам про адвокатов. Да, возможно, такое дело мне было бы интересно. Я думал даже вот сделать часть своей специализации именно вот в этом направлении. Да, то есть сейчас тоже очень много скандалов, не знаю, слышал ты или нет, в Валенсии попались ребята, вот с криптовалютой был скандал. Нет, криптовалютчиков не слышал. Недавно какую-то компанию тоже по отмыванию денег, там, как часто это бывает, там, сын какого-то экс-сенатора в России, тут что-то отмывали, какая-то фирма, что-то поставляли такое. Испания периодически звучит в российских новостях, как такая зона, где что-то происходит экономическое. Ну, в Испании это, скажем так, не такая частая история на самом деле, но да, не такая частая история, как хочется. Здесь все-таки экономическая полиция, она довольно-таки ну вот они как бы и расследуют. Да, они выполняют свою работу, но... Что-то находят, отмывают там. Но дела интересные. А чем бы не хотел заниматься? Вот ты наберешь достаточное количество клиентов и говоришь, все, вот этих алкоголиков за рулем, ну вот хватит, все, не звоните мне больше. А тебе звонят и говоришь, нет, ребята, я больше этим не занимаюсь, отошел от дел. Чем бы не хотел, самое бесячее. Такой вопрос задам. Ну, наверное, какие-то крупные сделки по недвижимости, потому что там большой риск. Да, если там недвижимость стоит несколько миллионов, это сложно. Да, то есть если ты допустишь ошибку, то она может стоить дорого клиенту. Ну и, соответственно, тебе тоже, да, наверное? Да, поэтому это все нужно очень сильно взвешивать и так далее. Вот. Покупка бизнеса какого-то, какое-то торговое право тоже, вот, там тоже много риска, нужно много нюансов учитывать. Вот. Тоже очень сложное налоговое право, тоже есть очень много нюансов. Вот. А ну, вот по уголовному праву, наверное, все-таки я бы не хотел заниматься, если есть дела по убийствам, умышленным убийствам. Ну, потому что там этот эмоциональный аспект, да, включается. Эмоциональный аспект все-таки, наверное, там... Интересно. И все, последний вопрос, тоже такой же тупой, как и половина из того, что я задал, но очень интересный разговор. Такой есть фильм «Блондинка в законе», где Риз Уизерспун играет молодого адвоката. Вот, и там тоже какое-то преступление, там тоже убийство и все остальное. И дело заведомо проигрышное, уже все идет. И тут как-то свидетель допускает ошибку, а она знает там про перманент и говорит, ага, и вывела его на чистую воду, и все аплодируют, и она стала классной. Вот как часто в твоей работе, вот когда ты ведешь процесс, есть вот какие-то прямо переломные интересные моменты. Ты что-то вычитал, что-то узнал, какой-то... Подождите, а это откуда взялось? Или это в основном рутина, которую просто надо ходить и работать? Ну, таких, скажем так, моментов необычных, скажем так, которые всплывают там в последний момент, у меня на практике не было. Я не могу сказать, что это... Прям вот мы нашли это доказательство, все, значит, мы тебя отмажем и так далее, и там, не знаю, у меня, в всяком случае, на практике такого не было. Обычно это не то чтобы рутинная работа, это предварительная работа с документами, то есть подготовка стратегии, и потом уже по этой стратегии ты, скажем так, работаешь. А у меня не было каких-то шокирующих переломных моментов вот в самих делах. Я бы не сказал, что мне это попадалось. Возможно, в будущем они попадутся, но такого, скажем так, не было. У меня были сложные дела, очень сложные дела, например, связанные с аукционами недвижимости в судах, где было очень сложно наладить, скажем так, этот актив, его, скажем так, чтобы его было проще продать клиенту.
чтобы не было проблем при его регистрации и так далее. Клиент наделал очень много ошибок, которые мне потом пришлось исправлять, и это было очень непросто. Но изначально было понятно, что дело будет сложное. Да, у меня не было каких-то, скажем так, сюрпризов. Я уже изначально понимал, что здесь будет непросто. Но ты получаешь удовольствие от того, что ты вот, я сделал, или такой просто очередной день на моей работе? Нет, конечно, ты получаешь эмоциональное удовольствие, что вот наконец-то я смог решить этот вопрос. И некоторые дела длятся годами. Да, и это я тоже слышал, что тут очень долго да, все. суды — это не быстрая история в Испании, и как бы да, нужно смотреть, чтобы... нужно, во-первых, держать календарь, держать график. Некоторые дела просто останавливаются, поэтому нужно писать процессуальный импульс. Иногда... Импульс. Это Да, хорошее слово, да. Процессуальный импульс. Пинок, да, который, как у нас говорят. Можно сказать, да, можно да. сказать и так, и пинок. Отчасти иногда лучше, может быть, даже и приехать в суд и сказать, что, да, может быть, как-то это дело продвинется. Это часто используют трюк такой адвокаты. Интересно. Также, друзья, не доводите до суда. Я думаю, что договариваться... Вообще ведите себя хорошо. Да, я всегда клиентам рекомендую, если есть возможность договориться между сторонами, всегда лучше не доводить до суда. Потому что долго, дорого и непонятно. Да. Спасибо большое за этот разговор. Я надеюсь, что мне стало больше понятно. Сейчас к стереотипам из фильмов добавилась реальная картина и даже и того, что как это в Испании делается, да, не только как это вообще во всем мире. Я надеюсь, что нашим зрителям, слушателям тоже было интересно. Спасибо большое за разговор. Пусть все получается, и дела будут легкими, где все понятно и интересными. Спасибо вам. Друзья, спасибо, что послушали, посмотрели этот подкаст. Обязательно проведите все манипуляции с кнопками, которые запланировали для нас YouTube и Spotify. Оставляйте свои комментарии и до встречи на следующих подкастах. Пока.